Т. Travel. На следующей неделе будут дожди в Москве. Не знаю, нахрена я так много одежды беру с собой, потому что, черт, реально нахрена. Добро пожаловать в Мещерский лесопарк. Я так много всего наснимала, но сделала это через защитный аквабокс, поэтому картинка получилась не очень. Я решила не показывать всего, что наснимала. Представим, что это... Потому что я хочу, чтобы вы сами приехали и посмотрели на эту красоту. Оно того стоит. Наверное, самое забавное для меня с этим лесопарком было то, что при поездке в Москву я думала о большом городе, где очень много людей и стоит большой шум. Но в первый же день мы поехали на пикник на природу, где было достаточно мало людей, далеко от центра Москвы. Да, даже добираться до этого парка было достаточно весело, и мы сильно устали, поэтому после пикника вернулись домой, чуть-чуть отдохнули и поехали смотреть на наши университеты. Поэтому мне очень страшно ходить в подобную погоду гулять. А я люблю такое. Просто может херануть. Обычно бьет самую высокую точку. Ты ниже меня, так что расслабься. А еще у тебя в руках телефон и камера. Да. Так что не бойся, я буду первой. Во второй день мне захотелось посмотреть на московские торговые центры, и для этого мы поехали в торговый центр «Авиапарк». Как вам такие двери в туалете? Человек, который придумал это, определенно гений. Кстати, так как я оператор и все время снимала, в кадре на регулярной основе Аделина. Так что теперь мой влог превратился во влог Аделины. Сидя в авиапарке, мы узнали о том, что ходит канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников. И мы решили, почему бы не прокатиться. Ну, на самом деле внизу шла стройка, не могу сказать, что вид очень красивый. Приходите, когда достроят.
А вот, кстати говоря, и сами Лужники. И мне как-то стало интересно посмотреть на каток, где тренируются российские чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию. Я захотела поехать и увидеть каток хрустальный своими глазами. А это уже Москва-Сити, деловой центр. Вау, смотри. Приветик. Пистолетик. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Ты, мои мысли читаешь? Называется «Один мозг». Если бы он был хотя бы один, нам было бы легче. Это месть, что ли? Музыку сама наложишь. Сегодня мы решили сходить в какую-нибудь московскую библиотеку, и нам в голову пришла Ленинская библиотека. Она достаточно старая. Короче, большую часть времени мы делали читательский билет, на которых мы выглядим как преступники. Зашли в библиотеку, большая часть была закрыта. Самое интересное для меня, что я там увидела, это книга Дмитрия Быкова. После мы решили прогуляться, конечно же, до Красной площади. Зашли в ГУМ, который выглядит как сплошная реклама мороженого. Мы прошли Никольскую улицу. Пока мы шли в парк Горького, мы еще прошли мимо Третьяковской галереи и прогулялись по Музеону. И мы пошли в сторону парка Горького. Я давно хотела там побывать. На тот момент времени там только закончился фестиваль ВК-фест, поэтому некоторые зоны парка были недоступны для посещения. Дома мы покушали вкусный рамен. Четверг был, пожалуй, слишком насыщен на события, чтобы еще вести видеосъемку. Во-первых, меня ждали мастер-классы в психбольнице. Во-вторых, занятия по актерскому мастерству. Это отличная идея на актерское мастерство делать стрелки, красить ресницы, место, где мы будем плакать. Все, что Руфина говорила и запугивала Аделину. Мы не будем плакать, не беспокойся, это слишком сложно. В итоге что мы плакали? Окей. Мы не будем делать этюды, это слишком сложно. В итоге что мы делаем? Этюды. И, конечно, ужин. Фрэнки. Это называется «Человек дорвался». Дорвался до катка. У меня в городе
летом негде покататься, поэтому я решила поехать в один из торговых центров Вегас на каток. Потом мы с подругой решили погулять вообще по центру. Это Патриарши пруды. И сегодня был день, когда мы с подругой выяснили, что в Москве, в центре, все находится достаточно близко друг с другом. Это ресторан, как мне объяснили, в котором снимался популярный русский сериал «Кухня», но я его не особо смотрела. Также мы посетили парк «Аквариум», погуляли по Тверской. Также мы решили сходить на стендап, и мне больше всего понравилась Ника Тарасевич. В эти моменты я люблю звонить своему другу-грузчику. Я ему звоню и такая: ты до сих пор грузчиком работаешь? Он такой: да. И у меня прям день становится лучше. Вечером же мы дошли пешком от самого центра до Желтой ветки. Знаешь, это выглядит как какой-то китайский тикток под музыку. Это была гениальная идея в выходной день пойти на ВДНХ. Но я думаю, там следует побывать, как минимум очень красиво, и каждый раз происходят какие-то веселые мероприятия. Когда я приехала, там были соревнования по трюкам на роликах. Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. Далее мы решили пойти посмотреть на Останкинскую башню, только издалека. К посещению она была закрыта. Также рядом там находился Останкинский парк, где мы в удовольствие полежали на классных лежаках.
А это мы решили приготовить фирменное мороженое тирамису. Это очень вкусно пахнет. Последний день пребывания в Москве мы уже не знали, куда сходить, так как будто бы все обошли и решили поехать в Китай-город. Успели зайти в книжный Республика, очень крутой книжный, и наткнулись на целый район Высшей школы экономики. Там буквально на каждом здании была надпись «ВШЭ». Я купила книгу, и мы поспешили на поезд. Все это принесло мне кучу новых впечатлений и пищи для размышлений. Если хотите что-то спросить, можете написать в личку в любой соцсети или оставить комментарий.